Всем привет! Сегодня я буду смотреть вашу рекомендацию от группы Bandmate. Песня называется "Puzzle". Конечно же, я в первый раз ее буду слушать, поэтому давайте начнем. По первому куплету я поняла то, что, видимо, они поют про неразделенную любовь, что-то в этом роде. Неразделенную или же безответную любовь, что-то в этом роде. Потому что в начале, я так поняла, она описывала, что, этот парень не помнит, вот этого момента знакомства, или как-то не придал этому значения, а для нее это вообще было как вспышка, что-то запоминающееся, как свет в конце тоннеля, в ее темном мире. Ну, послушаем текст дальше. Что же произошло и что, зачем и почему. Но пока в их стиле. Классно, зажигательно и, ам, с глубоким текстом касаемо чувств. Э, я так поняла, у нее какая-то, знаете, точнее, по описанию текста, да, как будто бы немного нездоровая любовь, что ли, потому что, ам, как-то все описывается со стороны, эгоизма. Не знаю, на первый взгляд так или действительно, ам, угадала ли я с полным смыслом, но что-то больше похоже, да, как вот она сама и поё и сама и поет, больше похоже на эгоизм.
Вот я слушаю, и дальше как будто бы и вправду похоже на какую-то, совсем безответную любовь. То есть, девушка, очень сильно влюблена, в парня. Я так понимаю, возможно, он даже не догадывается и, никак не проявляет ответную любовь. И, она вроде бы все понимает и пытается отстраниться, но у нее не получается, так как, ам, у нее сильные чувства к нему, да. Ну, интересно написали текст, однако. Извиняюсь, но у меня в голове, 2 версии пока появились. То, что, либо же это как безответная любовь, то есть она влюбилась, и вот у нее очень сильные чувства, но в ответ она не получает ничего. И, соответственно, она, описывает, свои страдания касаемо безответной любви. И вторая версия, о которой я подумала, что, может быть, это, момент расставания, так как, она без конца, хочет прокрутить эти моменты, когда было хорошо, вот эти памятные вещи, кружки, может, это, одежда новая, что она с помощью этого пытается удержать воспоминания. А, Пока такой смысл. Я вот еще полностью не поняла, но, может, к концу, песни полностью пойму. Но так, знаете, не просто они написали. Вроде бы, ничего такого сложного, но тем не менее, то есть уже взгляды расходятся. Я смогла и так понять этот текст, и по-другому. Ну, интересно. Ну, интересно. Ам, Могу сказать, как и всегда, я, конечно, не так много, песен, слушала от Band-Maid, но тем не менее, касаемо этой группы уже картина какая-то сложилась. И что мне нравится, то, что каждый раз, когда я смотрю, их видео, у меня всегда, главная цель, вникнуть в текст. Потому что изюминка, как для меня, у этой группы именно текст. Потому что,
они в него действительно какой-то смысл, закладывают, и это классно. И то есть и можно потом поразмышлять, что же имелось в виду, или даже удивиться. Вот. Но мне очень нравится, как гитаристки отыгрывает, классно. И что еще для себя подметила, уже в котором видео, я так поняла, у них есть, как сказать, дресс-код, да, то, что, к примеру, гитаристки и, барабанщица, они как в виде служанок одеваются, а вот, главная солистка, у нее какой-то такой всегда прямой в виде, такой строгий костюм, офисный, как будто бы, юбка-карандаш. В общем, и вот в котором видео я это подметила. Конечно, костюмы разные, но тем не менее сам принцип одинаков. Ну, интересно, классно то, что они придерживаются какого-то образа, какого-то дресс-кода. Да, и в этом тоже присутствует смысл. Ам, но тексты интересные. Ам, Теперь под конец видео я больше думаю, что как будто бы, что-то о неразделенной любви. И под конец текст меня немножко, запутал, потому что казалось, как будто бы, что-то наподобие расставания. Вот, и то, что они там, вышли из помещения, и они как будто бы совсем разные незнакомые люди. Вот. Но, тем не менее, я склоняюсь, к первой версии, потому что больше на это похоже, и якобы то, что она в голове много себе нафантазировала, развитие событий. В общем, я думаю, что первый вариант был правильным, то, что это безответная любовь. Вот. Но в целом мне понравилось, как и обычно, от Band-Maid. Мне нравится их энергия. Как-то они, знаете, каждую песню они как-то, всегда с энергией, с какой-то, ам, можно ли назвать это драйвом, даже не знаю. Ам, Очень энергично, вот. Очень энергично всегда исполняет свои, песни, особенно припевы. Неважно, какой текст закладывается, но что мне нравится, да, то, что они всегда в лоб, пишут текст касаемо, любых тем, да. Это я, конечно, исходя из тех видео, которые я смотрела с ними, говорю. Вот это, что мне нравится, вот изюминка текста и то, что они, не как, не не вуалируют свои текста какими-то другими словами, не ходят вокруг да около, а вот тебе в лоб говорят как есть, да, и это классно. А, 2 вариант, то, что, другие артисты вуалируют, текста, это тоже хорошо, у каждого свой стиль, и это прекрасно. Просто я это больше подметила, то, что как изюминка этой группы. Вот. Но с каждым разом я больше влюбляюсь в нее, в солистку, потому что, ну, классно. Классно вообще получается у них, вот это все. Интересно, чем они вдохновляются? Это связано с реальными историями, либо же с историями подруг? Потому что у них текста, знаете, такие, ам, не то что житейские, а связанные, с жизнью человека, что в жизни происходило, с, чувствами человека, событиями. Вот. Поэтому интересно, как же у них происходит это? Ну, откуда, да, они, вдохновляются, потому что каждый артист, думаю, не знаю, какими-то историями, событиями в жизни, либо же от друзей что-то слышит. Ну, в общем, интересен этот процесс. К сожалению, я не умею писать текста, поэтому я в этом вообще полный ноль. Ам, Поэтому белой завистью, конечно, завидую людям, которые могут. Вот, да. Ну что ж, пишите в комментариях, какой, может быть правильный смысл для этой песни. Я думаю, что все таки первый, но если что, вдруг, то поправьте меня, конечно. Я обязательно почитаю, поделимся мнением. И да, всем спасибо за просмотр. Пока.